добрались мы до Питера, наш рейс несколько раз задерживали, потом мы летели дольше, чем нужно, потом добирались от аэропорта до отеля очень долго, но наконец-то мы здесь. 9 часов мы добирались. Это было ужасно, но мы пошли гулять. Да. Мы купили кофе, чтобы немножко проснуться. И согреться, потому что в Питере очень холодно. С таким холодом я забыл поставить нормальные настройки на камере и шел днем с 1600 ISO. Зато синяков под глазами не видно было. Телефон здесь очень замерзает, и я боюсь его доставать, иначе он отключится. Тогда мы останемся вообще без карты, потеряемся. Я даже не помню, как называется наш отель. Билетики, жетончики. Очень забавно. Вообще нет народу. Да, это очень странно. Я просто в шоке. Можно? Так вот, фанаты. Можно сфотографировать, пожалуйста? Мы тут придумали шутку про Питер, расскажи. Говорю, мне нравится Питер. Здесь очень приятные люди, а самое главное, что их мало. Пришли мы к... Сейчас мы стоим напротив здания главного адмиралтейства. Оно построено в 1811 году по проекту русского зодчего Адриана Захарова. Отличное знание. Смотри, какой тут Вау. потолок. Что там? Настоящий. Не настоящий? Настоящий. Уже темнеет, и мы направились на поиски еды. Почему-то во влогах мало кто говорит о еде. Мы любим говорить о еде. Очень важная часть. А еще у меня отмерзла рука, потому что у меня металлический штатив. У меня пальчики вот такие красные. Да. У меня, кстати, термолака, когда мне холодно, он темнеет. Сейчас вы можете видеть, что мне холодно. Называется Wave Burger. 2 огромных бургера. Да, мы в мае 14-го, в мае 14-го открылись, и мы были одним из первых, кто, в принципе, начал тенденцию бургеров в Питере, в России. Мы еще самые первые, кто ввели бургер с чернилами каракатицы, то есть вот который Камчатка, черного насыщенного цвета, вот черный. И вот мраморная говядина зернового откорма, вагю, чилийская, опять же, то есть она выведена в Чили. В России нет таких аналогов. По сути, это тот же самый рибай стейк, только рубленый. Есть приборами бургер, это ужасно. Фишка в том, что на самом деле, чтобы как бы бургер не отвалился, его надо правильно есть. Но как бы, чтобы правильно есть, надо прийти к нам. Вопрос. Что пишет под бургера? Блин, это сложно на самом деле. Мне, лично мое мнение абсолютно, оно может у кого-то быть другим. Это лимонад домашний какой-нибудь, пивчанский, очень вкусно заходит. Светлый, темный. Но лично я люблю светлый, там, лагерь какой-нибудь приятненький, легкий, ни к чему не принуждающий, так сказать. Wave Burgers, канал Грибоедова, дом 38. Приходите, я вас буду ждать. Да. 20 секунд осталось. Черт! Короче, приходите в Wave Burgers, фотографируйте свой бургер. Самая крутая фотография будет выбираться, по нашему мнению, выкладываться в Instagram как победитель. И то, что вы на этой фотографии сфотографировали, вы получите это в подарок. Каждую пятницу разыгрываем такую тему. Все кончилось, карта. Вот
приехали сюда на съемки российского ТВ-шоу, которое будет, скорее всего, в декабре. Я, правда, сама не знаю, про что оно и что вообще там будет, но обычно такие шоу забавные. Примерно по времени Малахова. Он не на сцене, как я поняла, в зале сидит, да? Ну там, знаете... Слушай, если 6 дней заниматься спортом, то зимой тоже что-то хочется еще сделать. Нет. Бывает такое? Нет? Не хочется. Хочется летать просто. Будь проклята профессия, которую я выбрала. Просто, да, вот сравни. Ну сравни, да, сравни, подойди к Юле, сравни. Юлия, пожалуйста, вы сделайте так, и я сделаю так. Вот. Если вы хотите набрать вес, то, в принципе, запретов нет, если вы хотите любой ценой его набрать. А если вы хотите похудеть, конечно, есть запреты. Не, набрать вес такой цели у нас уже нет. На данном этапе. По-другому выглядит, да? Совершенно. Не такая скучная программа. Как вы упали-то, расскажите. Я очень много работаю в Китае, и сначала я стала популярна в Китае, а потом уже во всем остальном интернете. Это было странно, я просто выкладывала свои фотографии в Твиттер, и меня нашло огромное количество китайцев. Оставь меня в баре, пожалуйста! Любимая, оставь меня в баре! Ей! Юлия! Виз! Аплодисменты! Юлечка, это вам! Нам дали попробовать маленький глинтвейн. Сидим в кафе. Мы вышли на прогулку, и знаете, что произошло? Что? Образовался мозоль. Не мозоль, просто давит мне на ногу. Хочу зайти купить пластырь. Были супер мягкие пластыри. Все такие приветливые, предложили разные варианты пластырей. Сначала за 400 рублей, но я выбрала за 120. Вот. Переклеили, пошли дальше. Вообще, Да, тут, теперь хорошо. наверное, пластырь в арсенале путешественника должен быть всегда. Ну я взяла все, кроме пластыря. Нет, я взяла пластырь, который в рулоне. Я не знаю, стоит ли эту тему вообще так долго растягивать, ну ладно. Взяла пластырь в рулоне, но он недостаточно мягкий для пятки. Мы пришли в Петропавловскую крепость смотреть. Только нам надо повернуться туда. Только нам надо повернуться. Вот она там. Деревянный мост. Он правда деревянный, там даже деревянный. У нас очень сильное ощущение сходства с Хельсинки. Просто невероятно, даже чайки. Мы были в Самаре, у нас было ощущение, что это Хельсинки. В Питере вообще в 3 раза сильнее это ощущение. Мы дошли до знака корюшка, и мы вспомнили, что мы в Хельсинки ели корюшку жареную. Не знаю, это правильно произносится или нет. Корюшка? Корюшка. Если мы сейчас в эту крепость зайдем, то мне кажется, мы из нее не выйдем. Нет, ну мы здесь можем выйти. Где? В конце, тут. да? Мы вот здесь. Вот в этом-то и проблема. Они еще не знают, что такое Экипа. типа майка, комбез с брифсами, бинты. Последняя официальная регистрированная казнь в Северной была проведена в 1975. Очень много для России сделано. Она вторая идет по значимости, наверное, после Петра I, Екатерина II. И вот в какой-то момент вдруг восстание, учитывая недовольство крестьянских масс, вот он называет себя значит, Петром III, якобы оставшимся в живых, выдают. Ну, самозвание, естественно. Петр III был абсолютно, это было явно и понятно, он был похоронен. Потом в Александро-Невской лавре. Такое вспомогательное, они меня просто наказывали людей. Где-нибудь на рыночной площади, вот так вот закрепляли ноги либо руки. Вот. Могли, значит, там батагами, могли кнутовать, а могли просто на жаре, на солнце, без еды, без...
орудий пыток. Послушали экскурсию, очень интересно, увлекательно Страшно. и страшно, да. Вот тут есть выставка сибирского левши. Ну, как-то не впечатляет пока. Вот он, кстати. Мы нашли отличную причину, почему не ходить в этот музей. Потому что у меня и у Сергея плохое зрение. Там все очень мелко, по ходу дела. Тут какая-то адская брусчатка. Вопрос к знатокам истории, почему Неудобная брусчатка. бывает такая неудобная брусчатка, да. Надо сюда летом ехать, вообще холодно. Нос красный. Все очень красиво. Но возникает вопрос, почему сейчас нельзя так делать? Да, Почему все строят сейчас потому что все стрёмные строят здания? максимально дешево. Почему вот сложно сделать вот так, например, смотрите. Дом, аллейка, газон, дом. Почему вот нельзя так сделать? Туда надо кидать. Тут нифига себе, сколько там надо кидать. А что, там есть что-нибудь? Снова вышли на Невский проспект. Идем в сторону Эрмитажа, и начинается дождь. Хорошо, что я пристегнула капюшон. Моя самая большая ошибка была, когда я решила отстегнуть капюшон, чтобы это выглядело лучше на видео. И предыдущие 2 дня я ходила без капюшона, но сегодня не выдержала. Потому что отстегнуть капюшон в Питере — это самая большая ошибка, которую вы можете совершить. И вот мы снова здесь. Мы пришли в Эрмитаж. Без гида. Без гида, потому Без что у нас, аудиогида. у нас нет времени на гида. Вот. Кстати, очень хороший вид здесь. Просто посмотрим и покажем вам вид. Селфи в зеркале. Темный, конечно, без вспышки. Мы заметили один общий элемент между костюмом и мундиром императрицы Екатерины II и кофтой. Знает толк. Это серебро? Нагрудник. Как тебе Зимний дворец? Красиво. Интерьер нравится. Да, видно. Мне кажется, это укромная идея. Мне кажется, это украла мою идею. Нашли двойника. Она просто под меня косит, шар просто. Почему такие воротники везде? Это грудь сжата. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Это должна была прозвучать эта фраза.